если ты пытаешься с позиции снизу с женщиной говорить, у нее включается уже, все, блок. То есть она не воспринимает тебя как мужчину, и нет того уважения, которое позволило бы ей с тобой сесть за стол переговоров и обсудить это. А даже если ты ее силой усадишь и начнешь все объяснять, она будет невосприимчива к этому. Она либо будет кивать и хлопать ушками, да, и говорить, да, ты прав, но по итогу в одно ухо влетит, в другое вылетит, либо она будет парировать все твои объяснения. Причем не чем-то конкретным, а абстрактным. И попутно еще и виноватить. То есть, как здесь можно было поступить грамотно? Она узнала о встрече с этой твоей знакомой, там, обиделась или что-то с предъявой к тебе пошла. Во-первых, можно было сразу обозначить, что а почему ты так ко мне настроена. Мне кажется, я не заслужил такого отношения. Давай-ка ты успокаивайся, и потом подойдешь. У тебя наверняка в голове вот эта мысль, что ты же не виноват, ты не изменял. То есть тебя должно возмутить ее такое отношение. Возмутить. И когда тебя бы это возмутило, а возмутило бы тебя это, когда ты бы не был в слабой позиции, а был бы в сильной позиции. Вот почему я делаю вывод, что ты все-таки баланс значимости здесь нарушен у вас. Вот. Только в сильной позиции мужчина может заметить такую вещь, что женщина не объективно испытывает, не объективно дает какую-то агрессию или негатив, какое-то напряжение создает. Она не объективно дает тебе холод, она не объективно отказывается обсудить. Хотя ты настроен, да, ты не виноват, но ты настроен на решение проблемы. Обсудить, а она нет. И я не думаю, что это такой прям первый случай. Скорее всего, какие-то мелкие прецеденты и до этого были. Потому что ей уже пофигу. То есть вот с этого момента, когда пошел холод, да, когда не было тех эмоций, не было не тех эмоций, а эмоций в принципе к тебе не было. То есть нет эмоций, нет уважения. Вот подобные барышни, которые руководствуются преимущественно эмоциями, вот в этот момент, когда они перестают испытывать эмоции к тебе, можно считать их уже свободными. То есть, и они себя считают свободными. То есть их сердце открыто для новых знакомств. Вот так назовем. И отношения с тобой — это лишь формальность. Это лишь такой некий балласт, который нужно устранить. Но, вот как ты говоришь, там она порядочная. Поскольку она порядочная, в кавычках, да, она не может просто так подойти к тебе и сказать, там, дорогой, вот я не испытываю чувства, давай разбегаться. Да, я не хочу мучить ни тебя, ни себя. Нет. Ей нужно тебя помучить, потянуть время, чтобы ты там пострадал. А что я говорю? А ей не нужно это, а ей пофигу. Она думает о том, как бы мне испытать наименьшую боль и чувство вины, когда придет час X. И нужно этот час X, сам процесс расставания, приблизить максимально быстрее. Да, потому что эмоции к тебе она не испытывает. Надо соскакивать. Поэтому нужно что-то спровоцировать как-то тебя, высосать вот эту проблему из пальца, что она сделала, для того, чтобы это являлось таким неким спусковым крючком для нее, поставить точку. Перестала заниматься бытом. В январе нашла новую работу, директор проявлял инициативу. Она рассказывала, молодой перспективный депутат ставит лайки, не придал этому значения. Вот опять же, не придал этому значения. Вот у тебя читается, да? Придал значение поведению женщины, которое в принципе недопустимо. Это означает то, что и раньше у тебя были прецеденты с этим. То есть слабая позиция началась примерно вот когда ты взял ее к себе, ты уже был, скорее всего, из слабой позиции. И то, что вы типа жили прекрасно и ссор не было, это, скорее всего, потому что ты не создавал напряжения. Ты взял ее, и все, и хорошо. И даже если она себя вела как-то не очень, даже если тебе что-то не устраивало, что-то не нравилось, а ты уже все, ты взял ответственность, и ты не обострял, а где-то, наоборот, сглаживал. И обсуждали вы как раз то, что ей не нравится, возможно, то, что ее не устраивало, и ты подстраивался. И поэтому у вас все было типа прекрасно, и ссор не было. Да? Давай признаемся. Вот. То есть она полностью просто хорошо устроилась, а тебе было хорошо от того, что она с тобой. И ты получал от этого дофамин свой, получал кайф, красотуля со мной.